Друзья, всем привет! С вами Сергей Каширин, и сегодня мы разговариваем о подтягиваниях. Именно поэтому мы оказались на этой крутейшей воркаут-площадке. Сегодня мы поговорим о том, как же научиться подтягиваться, как прокачать бицепс и спину на турнике. Поехали! Если вы совсем не умеете подтягиваться, то вы идете не на воркаут-площадку, вы идете в магазин, чтобы купить себе вот такую вот резину. Называется это резиновая петля, резиновый спандер и так далее. Сейчас продается, насколько я знаю, в Декатлоне, в Спортмастере или можно просто заказать в интернете. Чего мы делаем с резиной? В первую очередь вешаем ее на турник. Вот таким образом. Забросили. Один конец петли засунули в другой. Натянули. Резина готова. Можно приступать к подтягиванию. Ставим одну ногу в петлю. Закидываем руки на турник, ставим вторую ногу и с помощью резины подтягиваемся. Резина будет компенсировать ваш вес, а точнее небольшую его часть. И у вас получится то, что не получалось без нее. Вы сможете несколько раз подтянуться. Обязательно соблюдаем негативные фазы, то есть медленно опускаемся вниз и чуть быстрее поднимаемся наверх. Как только вы сможете 10-15 раз подтянуться с резиной, вы сможете пробовать уже без нее работать. Второй вариант, что можно сделать без резины. Ищем низкие брусья или низкий турничок и делаем австралийские подтягивания. Ноги остаются стоять на полу, на пяточках. Вот таким образом. Выпрямились, спину держим ровно, не прогибаемся. И поехали. Стараемся зафиксироваться в верхней точке и медленно, негативно опуститься. Это очень важный момент для проработки ваших мышц. Это второе упражнение после подтягиваний с резиной для того, чтобы научиться подтягиваться. Базовая тренировка состоит из 4 подходов подтягиваний с резиной и из 4 подходов австралийских подтягиваний. Старайтесь сделать примерно 60-70% повторений от вашего максимума. Ну, конечно, максимум придется определить предварительно, прежде чем начать тренировку. Друзья, не забываем подписываться на мои соцсети, в первую очередь на Instagram, чтобы читать полезные статьи и информацию о тренировках с собственным весом и гирями, а также другими функциональными снарядами. И, конечно, не забываем смотреть это видео до конца, потому что будет много интересной информации как для новичков, так и для профи на турничке. Идем дальше и сейчас поговорим о том, как тренировать спину на турнике. Будем использовать пару-тройку хватов, один из них обязательно широкий и один из них узкий, для того, чтобы проработать и широчайшие, и длиннейшие мышцы спины. То есть всю спину максимально включить в работу. Классический широкий хват, который все знают, очень часто люди используют его в залах, любят этот хват бодибилдеры для того, чтобы как раз развивать широчайшие. Опа. Максимально широко взялись, так чтобы вам было удобно подтягиваться. И спокойно, плавно поднимаемся вверх. Зафиксировались, опускаемся медленно. Не всегда нужно работать именно в таком медленном темпе. Есть и второй вариант работы, но об этом мы поговорим чуть позже, поэтому смотрите видео до конца. Дальше мы будем использовать узкий прямой хват и подтягиваться будем в позе лотоса, как настоящие йоги. Вот таким образом поставили ноги перед собой. Здесь вы должны хорошо чувствовать серединку спины и дополнительно бонусом вы прочувствуете свой пресс. А теперь включим еще бицепс в работу максимально. Используем обратный хват и те же самые йоговские подтягивания. Опа, или ёжные, как их там назвать. Итак, сложили ноги лотосом, зависли, поднимаемся.
В нижней точке руки до конца разгибать не нужно. Оставляем вот в таком положении, чтобы не снимать нагрузку с бицепса. Чувствуем жжение в мышцах и кайфуем. Еще одно классное упражнение для того, чтобы включить вашу спину, бицепсы и пресс. Комплексное упражнение. Чуть-чуть подтянулись и поехали на велосипеде. Тут вы почувствуете, как забьется ваша спина, какая большая серьезная нагрузка ляжет на широчайшие и как прожжется ваш бицепс. Одни говорят, что работает только динамика, другие говорят, что работает только статика. Отчасти правы и те, и другие. По одной простой причине: работает все. А еще лучше, когда это в комплексе, когда вы чередуете динамичные и статичные тренировки. Когда мы тренируемся в динамике, мы работаем очень быстро и должны переключаться между мышцами-антагонистами. Позанимались на турнике, следующий подход идем и делаем на брусьях. Точно так же в отказ, мощно, быстро. Подряд сделать 2 подхода на турнике с небольшой паузой не получится. А делать слишком большие паузы, ну, это уже будет не та нагрузка, и для мышц это не очень хорошо. Это не зал, здесь нет больших весов, здесь только вес нашего собственного тела, поэтому тренироваться нужно интенсивно. А соответственно, если динамика, значит мышцы антагонисты и круговая тренировка. Вот так, работаем в динамичном режиме, делаем максимум, забиваемся, работаем до мышечного отказа. Пускай это будет 5 подходов, но 5 подходов до отказа, так, чтобы ваши мышцы жгло, чтобы они болели и росли. Второй вариант тренировок – это, конечно же, статика. Это то, с чего мы сегодня начинали. Медленно поднимаемся, медленно опускаемся, стараемся фиксироваться в верхней и нижней точках. Иногда выпрямляем локти полностью, иногда сохраняем небольшой угол в локтях для того, чтобы не снимать нагрузку с мышц. Данный вид тренинга предполагает как круговые тренировки, так и линейные. Мы можем с небольшими паузами работать только в подтягиваниях. Мы можем добавлять работу антагонистов, но делается все медленно, статично, с соблюдением негативных фаз. А теперь бонус-раунд. Это третий вариант тренировок. Комбо. Мы делаем разные элементы на турнике. Мы не делаем только одни подтягивания. Мы добавляем всевозможные печатные машинки, статичные зависания и прочие элементы воркаута. На этом, друзья, мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Я надеюсь, вы прониклись турником. Не в одних гирях сила. Нужно тренировать себя целиком и полностью. Использовать все, что попадается под руку. Турники, кольца, брусья, гири, мешки с песком и так далее. Куча снарядов, которыми можно пользоваться на улице или у вас дома. И не обязательно ходить в зал. Поэтому занимайтесь собой, занимайтесь спортом, развивайтесь физически и духовно. Делитесь видео с вашими друзьями и знакомыми и давайте расширять наше спортивное физкультурное сообщество здоровых и сильных людей. До новых встреч! Всем пока!